Всем привет, с вами Киан, и перед нами вот этот монстр Риппер со своим уникальным внешним видом. Немного о корабле, да? Это неизвестная модификация корабля, которая принадлежала пиратскому барону, который терроризировал окраинный там сектор Федерации, что я и хотел в принципе показать в превью видео. Сразу же хочу поблагодарить игрока Raid Gamer GR1 за помощь в создании данного ролика. И сразу же хочу сказать, что автором данного фита является игрок Prey из корпорации Power. И начнем рассматривать данное дело. Что мы тут видим? Для меня здесь многое в новинку, потому что я вообще не летал на этом корабле. Единственное, что хочу сказать, Риппер я тоже хотел снимать, помимо того, что мне писали люди, чтобы я снял видео на Риппер. Я хотел снимать серию кораблей про пиратские, вот вообще эти корабли, как Грим и все остальные. Потому что у них своя какая-то есть история интересная, это лор и все остальное. Так, ну что ж, перейдем к кораблю. Вот этому. Офигенский просто шип вот этот. Так, насчет фита, что он нам предлагает, как нам лететь на нем. Конечно, для меня это выглядит все непонятно сейчас, это нужно будет попробовать, потому что столько щита здесь, что просто невероятно, не укладывается у меня в руке. Пройдемся по обвесу, который здесь стоит. Здесь у нас повороты стоят в движке и скорость. Повороты и скорость, в принципе, ничего такого, что удивительного. Вот здесь уже поинтереснее. Здесь у нас стоит механизм адаптации. Вообще первый раз пользуюсь этой штукой и смотрю на нее, потому что я ей не пользовался никогда. Она нам дает сопротивление щита и корпуса на 23 единицы за каждый источник полученного урона, но не более чем на 138. В общем, это резисты. И здесь преобразователь дождей, тоже уникальная вещь, которой я не пользовался, и мне очень интересно, как она работает в бою. Увеличивает скорость восстановления щита на 25%, погибли союзника в радиусе 3000 метров. В общем, штука-то очень крутая по описанию, ну, очень крутая, то есть ты можешь, как бессмертный, не знаю, по мне так. Здесь он положил в щит дополнительно себе много щита, то есть он увеличил себе количество щита до невероятных просто максимальных размеров и положил сюда плашку на кинетику. Плашку на кинетику, это у нас щит. У него получается очень много, 116 аж единиц на кинетику, на термику 10 единиц и на электромагнитку у нас здесь получается дырка минус 20 аж единиц, что, наверное, не очень хорошо, но мы это увидим, как это работает. Может, я ошибаюсь. У него здесь в корпусе резисты стоят, кристаллические пластины. За счет того, что мы крышка, наверное, нас будут дубасить все, и поэтому здесь кристаллика, наверное, лучше будет, чем гальваника, короче, в общем, кто понял. И в корпусе у нас он увеличил себе корпус на 28%. Итого у нас получилось, что у него неплохие резисты на корпусе. Лучше, чем щит, потому что щит, в принципе, электромагнитка, съест его электромагнитный урон, щит будет съедать этот быстро. Но у него жирный щит, у него получается щит 23 468 единиц. Плюс у него здесь резисты стоят и резисты, еще вот восстановление. В общем, все очень хочется посмотреть, как это выглядит в орудии. Здесь у него стоит 12-й контактный миномет, но я поставил себе
8, потому что 12, к сожалению, у меня нету. Ванадиевые, чтобы у нас скорострельность была быстрее. Здесь спрут он поставил в ракетах. Спецмодуль, вот он, спецмодуль, который мне тоже интересно попробовать в бою, что он делает. Я видел уже, что он делает, но когда ты пробуешь это сам, это намного интереснее. Спецмодуль щит Бастион. Итак, формирует сферический щит в радиусе 180 метров, внутри которого могут располагаться союзники. Не имеет сопротивления урону, но повышает сопротивление щита носителя всем видам урона. Увеличивает скорость на 30 секунд на 35% при активации. Введение огня, полученного урона и активации, отключает ускорение. В общем-то, если у тебя есть щит, оно дает тебе сопротивление, да? На 50 единиц здесь в описании. Энергопотребление в принципе небольшое, 400 всего лишь единиц. В общем, очень крутая штука, мы ее посмотрим в бою. И вот самое интересное, это боевые модули. Здесь у него нету каких-то привычных нам модулей в плане преобразователей, там еще каких-то там ТО. Вот тут много всяких штук, тут есть фантомы, таранные маневры, ПРО и все остальное. Но он нам дает сейчас сюда притягивающий луч. Это уникальный модуль Риппера. Он притягивает цель, кроме союзников, со скоростью 270 метров в секунду. Дополнительно наносит, ну то есть таран, он дополнительно наносит 250 кинетического урона в секунду по большим целям, то есть эсминцы и такие же крышки. Вот в этом нам поможет вот это лезвие смертоносное. Так, далее. Регенерирующий щит. Вокруг корабля формируется дополнительный щит после выключения. То есть мы используем щит. После выключения, если он не был уничтожен, восстанавливает 5640 единиц, опять же, щита в течение 3 секунд. Опять же, если щит идет у нас. Не знаю, как это работает и что имеется в виду под уничтожением щита. Наверное, если в нас попадут в течение этих 3 секунд, то ничего не получится. Здесь усиление щита и, опять же, экстренная зарядка щита. Тут, когда я на это все увидел, я подумал, воу, рэббиты, наверное, вам не хватит энергии на столько всего. Но, когда я открыл экипаж его, я вот здесь вот в 7.3 увидел такую вещь, как что часть полученного вашего чемпиона настройки выполняет у вас запас энергии. Наверное, все это упирается вот сюда. Не знаю, достаточно ли нам будет вот этого только в плане энергии, будем ли мы страдать. Но я думаю, это должно компенсировать нам сильно входящий урон и энергию, чтобы мы могли жить нормально, потому что энергия в бою это все, наше все. Как и резисты, да, без энергии ты стоишь, без энергии ты делать не можешь, модуля поражать не можешь и все остальное. Ну что ж, пробежимся тогда по экипажу. Здесь он сделал резисты, в первом и в третьем ты всегда щит, корпус. Здесь он увеличил себе радар и дальность стрельбы. Далее. Скорость полета ракет, дронов, радиус минного поля, время подготовки статической боеголовки. Так, здесь у нас вспрот, чтобы у нас была скорость полета и поворота ракет, чтобы мы могли нормально попадать. Здесь он повороты у нас стоят, чтобы нам быстренько разворачиваться и уходить от противника, к примеру. Так, здесь он улучшает характеристики основного оружия. Если у нас кинетические, значит у нас будет стрелять быстрее. Ну, короче, увеличивает скорость снаряда кинетических орудий, то есть без нашего контактного миномета. Ну, здесь мы уже все это выяснили, что он нам будет пополнять энергию. Здесь
Универсальные модули. В течение 2 секунд нельзя замедлить нас или отключить портаж. Так, увеличивает сопротивление корпуса в 9, простите, ко всем видам урона на 12 единиц. То есть у нас резистов должно быть куча вообще в бою, я так понимаю. Не знаю, как там вот эти вот модификаторы работают. И плюс накачки все вот эти. Здесь мы снижаем время перезарядки модулей. Опять же, мы их снижаем, да, но будет ли нам достаточно прожимать их за счет вот этого вот, и будет ли нам хватать энергии, потому что нам надо прилетать и улетать иногда от противника будет, и прожимать форсаж в любом случае. Здесь мы повышаем темп стрельбы, то есть у нас хороший темп стрельбы и хорошая скорость снаряда по противнику будет с контактного миномета. А контактный миномет хорошо бьет, потому что у него больше разброс идет, что нам дает больше вероятность того, что мы обязательно заденем противника, даже мелкую цель будет нам задевать легче. Здесь в 13-м он увеличивает урон корабля при помощи уничтожения. Да, нам это нужно, и это будет работать. Здесь нейтрализуют все негативные эффекты и делает корабль невосприимчивым к первой потере щита. В общем, когда мы теряем свой невероятно жирный щит хорошими резистами, мы снимаем себе все негативные эффекты и пытаемся или просто дальше танковать, как получится. И здесь мы увеличиваем повреждение орудий на 3%. В общем, получился вот такой танк. Танком, конечно, назвать это трудно, потому что он не выглядит. И мне нравятся эти корабли пиратские и все остальные данного типа. Почему? Потому что, во-первых, у него свой уникальный внешний вид. И какой бы корабль не был изначально там в своих боевых характеристиках, любому игроку, наверное, приятно лететь на каком-то корабле, который не похож на остальные корабли. В этом есть особое какое-то удовольствие. В этом ты летишь, ты получаешь удовольствие только от того, что он выглядит иначе, не как остальные, да, корабли. То есть ты в бою выделяешься уже только за счет этого. Плюс Риппер имеет достаточную славу, чтобы при виде его понимать, что сейчас он может что-то мне сделать больно, да, та-та. К тому же эсминцам, там, если ты на эсминце не на особо быстром, да, как Зета, например, то ты видишь вот это вот чудо, которое летит на тебя, вот с таким вот выражением лица, то ты понимаешь, что сейчас будет пахнуть ангаром. В общем-то так. Ну что ж, наверное, мы полетим, посмотрим, что это такое. Полечу я смотреть этот корабль в режим ПВП на Т5, поэтому я сюда поставил Vigilant, чтобы нам попасть туда. А почему так я буду это делать? Во-первых, все боевые модуля у нас будут работать, и орудия как на Т5. И в общем-то, в принципе, он будет работать как на Т5 корабль. И плюсом тот момент, что на Т3 летают, как сказать, не то чтобы новички, а люди, которые, наверное, менее опытные и хотят создавать дискомфорт игрокам, и хочется показать этот корабль в максимально тяжелом бою, потому что он корабль пиратского барона, как-никак. Ну что ж, в бой, ребятки, посмотрим, что это. Внимание всем кораблям, боевая готовность. I've never been good at new beginnings. Внимание, контакт. Everything just falls apart inside this hell that I'm living. I'm screaming out to restart.
'cause you're the last one I've got to